Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 23 по 29 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории или о каких-то перипетиях в вашей жизни, или обстоятельствах, в которых вы находитесь. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и вы очень интуитивные люди. Какие-то подсказки для себя вы все равно увидите или сможете просчитать свою ситуацию на пару шагов вперед. И эта неделя завершает коридор затмений 28 октября лунным затмением в знаке зодиака Телец. Лунное затмение – это всегда как по Луне тысячи неопределенностей. С чем-то еще невозможно определиться. Какая-то картина, которая нам видна или нам демонстрирует, она еще недостоверна. Поэтому рано принимать важные решения или что-то обещать, выносить вердикты. В последующем еще будут развиваться события, дополняясь какими-то новостями, информацией. И вообще в целом до конца года еще нас словно немножко будут возвращать прошлое, какие-то обстоятельства. Неизбежно. Опять же, про тельца. Телец – это у нас благополучие. Это все то, что связано с деньгами, финансами, взаимоотношениями, как и в социуме, так и в личной жизни. И в знаке Телец в ретро-движении до конца года будут две очень серьезные планеты – Уран и Юпитер. Уран называют планета-разрушитель, но это не разрушитель, это где-то волшебный такой ускоритель, который убыстряет какие-то процессы, которые уже назрели. А Юпитер, провластная планета, планета порядка. Но не на этой неделе, повторюсь, мы с чем-то как будто можем определиться окончательно. Мы там определимся, а обстоятельства неизбежно добавятся. Вот как-то скорректируется что-то еще. Поэтому давайте узнаем пока на эту неделю важное событие или главное событие, неожиданное событие. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Достанем еще одну карту. Что скрыто? Возможно, мы чему-то не придаем значения или думаем, это не важно. Вот, узнаем, что же нам там выпадет. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Давайте узнаем. Что финансы и денежная энергия? Личная жизнь, как видят карты. И достанем карту совет. Подытожим. Главное событие. Восьмерка кубков. Уход, переход, может быть, на новую работу, или новая сфера деятельности, или тот план, который был до этого. Вы захотите вообще все пересмотреть, что-то изменить. Изменить, может быть, вот ту обстановку, обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь. И словно уже полшага до того, чтобы отправиться куда-то в путь, условно говоря, или принять какое-то новое предложение, или, правда, для кого-то это может быть связана работа как с переездами, с командировками, или удаленная работа вы переходите, да. Это может быть и в личной жизни, как мы пересматриваем личные отношения. Но не время эмоций, мои дорогие рыбы и рыбки, это факт. В это время, когда тысячи неопределенностей по Луне, тут есть вариант совершить ошибку, потому что и как будто мы это увидим потом, а не теперь, а на этой неделе это мы можем видеть в одном каком-то ракурсе. А по факту, когда обрастут, может быть, те иные или иные обстоятельства новыми новостями, для нас откроется совершенно другая картина. Но решимости как будто выполны. В хорошем смысле, вы знаете, вообще это карта, когда мы ищем выход. И мы его находим. Вот так восьмерка, по крайней мере, кубков должна проигрываться. Но у кого-то, повторюсь, это первые варианты, которые я перечислила. Ладно, давайте посмотрим неожиданные события. Ну, я не могу сказать, что это неожиданность, разве что вас именно в каком-то начинании может поддержать человек, рожденный под знаком зодиака стихии Земли, как раз вот Телец, Дева, Козерог, или асцендент имеет
там, вот где-то в одном из этих знаков. Может быть, это ваш близкий человек, может быть, это ваш друг, родственник. В принципе, по этой карте нет неожиданности, если мы рассматриваем как какие-то мероприятия или события. Но, знаете, это может быть ваше желание стабильности, уверенности, и поэтому, как кульминационный момент, пора делать выбор. Для кого-то из вас это может проиграться, и помощь человека конкретно вы уже, может быть, и не рассчитывали, а вам придут на помощь в плане даже материальном, финансами, вас как-то поддержат. Поддержат добрым словом, добрым советом. Или, если мы говорим про человека, у вас действительно в вашей судьбе, в вашей жизни есть тот, который словно создал себя сам. Он уже набил шишек. И вот по королеве Пентаклей, поскольку она именно сама создает какую-то свою идею. Сначала зарождается какое-то желание, как инсайт в ее сознании, в ментальности, а потом она умеет это воплотить именно в нашей реальной жизни. Поэтому эти люди очень прочно стоят на ногах. Может быть, это вы будете держать как совет, да, с таким человеком, и вас одобрят, поддержат. Какие-то, ну, направления для вас новые появятся. Но это все поворот к стабильности. По королеве Пентаклей она из хаоса как раз создает порядок. И у вас это в неожиданностях. Поэтому словно упорядочить какие-то аспекты вашей жизни есть возможность на этой неделе. Больше ясности, по крайней мере, это точно. Чему сейчас не время. Пребывать в каких-то волшебно-радужных эмоциях, предаваться восторгу, да, даже если как будто, может быть, с учетом этих двух карт, как эврика, я понял, что мне делать, или как я должна действовать, или где выход из сложной ситуации. Но где-то ослепить эмоции, это радость, карта вдохновения, нас не должны быть реалистом. Что нам помогает? Ну вот как раз и помогает все то, что я говорила по королеве Пентаклей. Это девятка Пентаклей, как поддержка в деньгах, когда мы создаем себя словно сами, какой-то прогресс. Знаете, у кого-то по работе прогресс может быть. По девятке Пентаклей вообще это у нас когда все есть. Поэтому собой-то вы останетесь как будто довольны. Но, по крайней мере, какой-то материальной составляющей на этой неделе определенно радость есть. Или есть какой-то прорыв. Вот если я ищу выход, да, то, стало быть, вы действительно его находите. Причем прекрасный выход, может быть, когда какое-то предложение, или вы, может быть, осваиваете какую-то новую сферу деятельности, или учитесь чему-то. По девятке Пентаклей обещают изобилие и процветание где-то в этом направлении. Или и вас заинтересовала какая-то сфера деятельности, вдруг вы выбираете между чем-то, значит, если мы просчитаем все и оттолкнемся от какой-то реальности, вполне вероятно, на правильном каком-то пути. Но я больше вот как раз думаю, что это поддержка вас, мои дорогие рыбы и рыбки, и какая-то конкретика. Нет места, видимо, эмоциям, нет места любым эмоциям, не только восторгу, ну и каким-то сомнениям. Тут что-то у вас стоит очень важное на повестке дня. И, как мы говорим, у причала сегодняшнего дня это одновременно может быть вопрос учебы, работы, занятости и денег. Но есть стабильность. Дела, работа, бизнес. По пажу кубков у кого-то вопросы, связанные с детьми, могут проиграться. У кого-то могут как новое предложение или новое дело, которое, правда, вы начали, оно вам понравилось, или чем-то вы вдохновились. Какая-то новая идея может озарить, или вот правда какая-то эврика, я нашел выход или нашла из моей ситуации. Теперь я понимаю, что мне делать дальше. Есть радость сама по себе, как в делах, в работе, в бизнесе. Значит, что-то светлое, доброе, хорошее приходит на ваш порог. Давайте мы по финансам спросим, хотя нам сказали, что деньги-то у вас будут. Но вот деньги как раз мы не тратим. По рыцарю мечей кто-то может пытаться даже уговорить нас потратить. Или какой-то проект нам, может быть,
преподнесен как вау-проект, как что-то перспективное. Поэтому для вас, правда, выбор какой-то будет стоять. Тут надо не оплошать, ну, где-то не одеть розовых очков. Или, знаете, проходят по рыцарю мечей люди пафосные, когда вот о себе, может быть, говорят о своих успехах или о конкретном деле, что это беспроигрышный, правда, вариант, а на самом деле это тут нет. Вот по этой карте мы можем узнать какую-то тайну. Или произойдет не случайная случайность, когда нам откроется какая-то тоже правда, и мы увидим, что же есть в реальности. Вот такое вполне может проиграться. Но вообще, если мы говорим про деньги, деньги мы почему не тратим? Потому что обстановка как будто к этому не располагает. Нам хоть и говорят, но больше вот как о помощи, о поддержке, может быть. Или это ваши какие-то тоже ресурсы, которые вы должны рассчитать словно. Но мы не должны с чем-то просчитаться. Мы не должны очароваться, чтобы потом не разочароваться, как будто еще раз. Хладнокровие, выдержка, то, что касается финансов. И даже если мы сталкиваемся по этой карте, опять же, проходит бунтарь без причины. То есть, если мы не поддерживая чьей-то точки зрения, мы можем, ну, где-то так несогласие услышать в наш адрес. И карта нам говорит, не увеличивай дистанцию, ни с кем не спорь, но обязательно оставайся как будто при своем мнении. Вот это будет важно, потому что если мы начнем искать, допустим, по конкретному предложению или способу заработка, если мы начнем искать информацию, то, что мы накопаем, грубо говоря, реальность будет тоже другая. И по этой карте как раз докапываться до истины, будем говорить так, очень хорошо. Мы узнаем, что же есть на самом деле. Поэтому с деньгами аккуратно. Личная жизнь. Ну вот словно какой-то вы урок жизненный проходите, мои дорогие рыбы и рыбки. У кого-то может так проиграться именно по работе, по учебе, по вашим дальнейшим проектам. А у кого-то это может проиграться и в личной жизни. Карта Верховного Жреца– это карта Иерофанта. Это то, что происходит в нашей жизни сейчас, как будто было запрограммировано, в небесных скрижалях прописано. Мы не могли уйти от этой ситуации. Мы должны были словно с ней столкнуться и ее каким-то образом разрулить, пережить, сделать какие-то выводы и идти дальше. Так вот, у кого-то это может проигрываться в личной жизни, взаимоотношения. Взаимоотношения может быть и через социум. Кто мне друг, кто мне враг, правда? А кто так, с учетом рыцаря мечей. Разные совершенно люди вам будут встречаться, или вы с ними будете контактировать на этой неделе. И вы можете словно причесывать свое окружение. И хотеть даже, да, разобраться, опять же, первая карта восьмерка кубков, докопаться до истины нам хочется. Кто же, на кого я могу рассчитывать? И кто же тот, который мне готов прийти на помощь? Или принимает меня таким, какой я есть, или какая я есть. И на самом деле, какова есть в принципе правда. Не то, что мне позиционируют, или не то, что, может быть, прежде я сама думала или думал, а что же вот есть на самом деле. Вот какие-то такие вопросы мы как будто проходим этап обучения, ну, своего рода жизненный экзамен через какую-то создавшуюся ситуацию. И у каждого она своя и в своей сфере жизни, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте карту совет, интересный расклад. Вот вам как будто, посмотрите, путь к изобилию, процветанию. Вот как ни крути, финансовый достаток, успех, самореализация. Вот это все, что проходит по девятке кубков и девятке пентаклей. И хоть здесь у нас кубки, но ведь карта-то нам о чем говорит? Она кому-то может давать подсказку, заниматься личным бизнесом, личным творчеством. Или вот тут проект, вот что вам интересно, именно в этом направлении нужно себя как будто совершенствовать, развивать, узнавать что-то новое. То, чем вы заняты, вам должно нравиться. Нам изображен здесь трактирщик или хозяин ресторана, который поднимает кубок за здравие самого себя и своих гостей. Карта говорит, ему нравится таким образом зарабатывать деньги. Он может и просчитать что-то, он уверен в сегодняшнем дне, он уверен в завтрашнем дне. Вот какие-то такие возможности
через какую-то реинкарнацию вы, мои дорогие рыбы и рыбки, проходите, правда? Но две карты материального успеха, успеха в делах, успеха в работе. Как будто если в карте совет, мы как раз и должны стремиться к этому, но заниматься чем-то с удовольствием. Тогда придет и изобилие, и процветание, и новое качество жизни. Ну а для начала, видимо, правда, какой-то Гордиев узел или какое-то Соломоново решение вам нужно будет принимать. Давайте узнаем, что скрыто. Да нет ничего скрытого. Вам нужно, правда, выбрать какое-то направление. По рыцарю Пентакли это начало чего-то нового. Начало марафонского забега. Я так называю эту карту. Почему? Да потому что это самый медленный рыцарь из всех возможных, который едет медленно. Для чего? И он должен все контролировать. Никаких эмоций. Он все подмечает. Он знает, что из мелочей порой складываются очень важные события, так же, как и какая-то мелочь, непунктуальность способна разрушить какое-то доброе дело. Поэтому он очень внимателен. Он где-то критичен как и к себе, так и к тому, что он видит. Он не готов себе замылить глаза эмоциями. Все направлено на рост, как благосостояние, благополучие, успешную реализацию собственного проекта. И по этой карте нам и говорят, вот то дело, которое вы можете как раз себе наметить на этой неделе, или ту работу, за которую вы можете взяться, вполне вероятно, на долгий период времени. Может быть, вы даже начнете и подумаете, ну я попробую, а на самом деле это будет еще с каким-то продолжением, или для вас, может быть, опыт, информация послужит основой какому-то новому вашему личному творчеству, начинанию, может быть, ремеслу, но что-то очень важное у вас будет на пороге вот этой недели, причем успешное, но как будто через какой-то реализм вы пройдете, через какую-то переоценку ценностей. И вот, наверное, это самое Соломоново решение вы примете. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.